Глава 571. Приоритеты. Город Западного моря был городом морских рас. Лесные и морские расы были разными, как речная вода не смешивалась с морской. Вот почему, даже если город Западного моря был очень могущественным, лесные гиганты часто забывали о нем, потому что морские расы не подходили для жизни в лесу. Но с точки зрения позиционирования они были частью леса хаоса, и если замешан город Западного моря, ситуация была очень опасной. Город Западного моря не уступал городу драконов или городу титанов, но самым важным было то, что за город Западного моря было море, поэтому они скрывали в море немало силы. Это было то, что раньше ни одна держава не могла исследовать. К счастью, Чутянь получил эту информацию, иначе, если бы город Западного моря накопил бы достаточно энергии, они смогли бы проникнуть на различные территории леса через реки. И когда они внезапно начали бы атаку, лесной альянс не смог бы защититься, и они понесли бы тяжелые потери, несколько генералов окружили Чутяня с гневным ревом короля Кровавых Орлов. Вокруг них была подавляющая духовная энергия, когда все они пытались окружить Чутяня и убить его. Бесполезно, уже слишком поздно. Чутянь сказал со слабой улыбкой: «У меня есть устройство связи, изобретенное Комитетом чудотворной торговли, поэтому все, что мы только что сказали, было отправлено в штаб-квартиру Комитета чудотворной торговли и Города чудес за десятки тысяч километров отсюда. Я считаю, что Город чудес уже сейчас начнет развертывать оборону против Западного моря. К счастью, вы помогли мне в этом важном деле, иначе было бы трудно представить себе последствия, когда это произойдет». Что, все были в шоке, с обычной точки зрения, даже если кто-то получил информацию, было непросто ее куда-то отправить. Даже если бы они могли отправить ее, было бы уже слишком поздно, когда она достигла бы места назначения. Город чудес мог получать информацию в реальном времени за десятки тысяч миль, это было то, что могло пойти против неба. У Города чудес и Лесного альянса не было недостатка в информации. В своих будущих битвах и войнах они будут полностью контролировать ситуацию. Король Кровавых Орлов был полон гнева от стыда. Убейте его. Убейте его. Все несколько десятков генералов были культиваторами истинного духа, и они выпустили свои исходные духи для атаки. Хотя они были экспертами истинного духа, их совершенствование было невысоким, и совершенствованием Чутяня на 8 уровне истинного духа эти ребята вообще не были ему соперниками. Они прошли сквозь его тело, пока Чутянь стоял неподвижно, не будучи ранен их атаками. Чутянь схватил 2 человек, как кур, и небрежно выбросил их из палатки. Он сделал несколько шагов вперед, чтобы взглянуть на короля Кровавых Орлов, когда он сказал: «Король Кровавых Орлов, не говоря уже о том, что ты не можешь убить меня, даже если бы ты и смог убить меня сегодня, ты не сможешь ничего вернуть. Правитель Орлов боялся тебя все эти годы, только он так и не нашел способ разобраться с тобой. Однако как правитель Орлов обращался с тобой в последние несколько лет?» Тело короля Кровавых Орлов было быстро окружено дикой и кровожадной энергией. Как я уже сказал, у Орлиного царства нет шансов на победу. Вместо того, чтобы смотреть, как Орлиное царство медленно разрушается, как насчет того, чтобы превратить этот меч в нефрит вместе со мной? Всем выгодна эта совместная работа, разве это не замечательно? Это было почти так быстро, что он не мог ясно видеть. Чутянь увидел, как король Кровавых Орлов превратился в полосу цвета крови, мгновенно исчезнувшую перед ним. Он появился перед ним, и орлиные когти, движущиеся более чем в 10 раз быстрее скорости света, атаковали Чутяня. Вне всяких сомнений. Король Кровавых Орлов достиг Царства Небесной области, эксперт истинного духа не мог достичь этой скорости, и их атаки были не такими сильными. Побег пустоты Чутяня был разрушен, когда эти свирепые светящиеся когти приземлились на его защитном звездном свете. 5, похожих на когти, свечений разрушили защитный звездный свет, а также отправили Чутяня в полет. Действительно быстро, когда Чутяню пришла в голову эта мысль, король Кровавых Орлов бросился перед ним, залитый кроваво-красным светом, послав 2 когтя в Чутяня. Чутянь не мог угнаться за этой скоростью, и его защитный звездный свет мгновенно рассыпался, но у Чутяня было несравненно сильное тело, и он не был сильно ранен. Конечно, это было временно. Если бы он был атакован снова, защита Чутяня не имела бы никакого значения. Пространственный скачок, Чутянь прыгнул в воздух и растворился в пространственных волнах, в результате чего когти короля Кровавых Орлов растворились в воздухе. Острый взгляд короля Кровавых Орлов огляделся и остановился на позиции в 300 метрах от него. Взмахнув крыльями, он превратился в несколько полос, прежде чем быстро погнаться за Чутянем. Хотя невооруженный глаз не мог угнаться за скоростью короля Кровавых Орлов, но он ясно чувствовал это своим божественным чувством. Когда король Кровавых Орлов догнал его, Чутянь сжал черный меч в правой руке и послал несколько горящих полос меча. Пен, король Кровавых Орлов, вытащил из ниоткуда кроваво-красный клинок и прорезал меча Чутяня. На его скорость это никак не повлияло, поскольку он продолжал двигаться вперед.
Король Кровавых Орлов был экспертом Небесной области, но его уровень был невысоким, так как он обладал той же силой, что и Ату. Царство Небесной области и Царство Истинного Духа были разделены целым царством. Это была просто разница между небом и землей, поэтому шансов на победу не было. Не говоря уже о том, что король Кровавых Орлов получал поддержку от крови Божественного Орла. Данг Чутянь столкнулся с королем Кровавых Орлов, и мощные волны, наполненные воздухом, мгновенно разлетелись во все стороны. Это оттеснило всех преследовавших их солдат. Это потому, что они были слишком быстрыми. Обычные солдаты не могли угнаться за их скоростью, поэтому они могли слышать только взрывы от столкновений над ними. Судя по звукам битвы, казалось, что ни одна из сторон не сможет превзойти другую. Мало того, что генералы армии Кровавого Орла были шокированы этим, даже король Кровавых Орлов счёл это невероятным. Сейчас Чутянь находится на 8-м уровне Истинного Духа, и даже разрыв между пиковым 9-м уровнем Истинного Духа и 1-м уровнем Небесного Царства был непреодолимым. Совершенствование этого человека было невысоким, но у него была потрясающая боевая сила. Конечно, с точки зрения силы король Кровавых Орлов все еще имел большое преимущество, но у Чутяня было слишком много способностей. Его божественное чувство, его техника совершенствования и его телосложение, когда все трое работали вместе, он мог сражаться с королем Кровавых Орлов несколько раундов, не падая. Конечно, только для того, чтобы убедиться, что он не проиграет. Чутянь не мог сравниться со скоростью или мощью короля Кровавых Орлов, он просто использовал свое божественное чувство, чтобы уловить движение его атак. Он использовал звездное бессмертное тело, чтобы блокировать атаку, и использовал свою мощную восстанавливающую способность, чтобы продолжать сражаться. Он также мог использовать свою технику пространственного движения, чтобы сбежать в любое время. Именно в этой ситуации Чутянь мог продержаться несколько раундов, не падая. Культиватор Истинного Духа может протянуть так долго против культиватора Небесной области, было чем гордиться, Чутянь отступил, крича: «Орлиное царство не добьется успеха». Если вы действительно гордитесь своей родословной Божественного Орла, вы не будете просто смотреть, как его уничтожают подобным образом. Король Кровавых Орлов был полностью разгневан необоснованными словами Чутяня. Внезапно возник слабый слой энергетических волн, который заполнил окружающий воздух, и аура вокруг короля Кровавых Орлов стала в несколько раз сильнее. Это была сила эксперта Небесной области. В то же время король Кровавых Орлов активировал силу своей родословной, сила короля Кровавых Орлов увеличилась в несколько раз. Была ли это его сила или скорость, она увеличилась до невероятной степени. Чутянь не осмелился проявить халатность перед этим наделенным властью королем Кровавых Орлов, поэтому он прыгнул на несколько сотен метров. Кто бы мог подумать, что когда появился Чутянь, король Кровавых Орлов уже несколько раз исчезал, ринувшись вперед со скоростью, которую никто не мог заметить невооруженный глаз. Это плохо. Скорее всего, он не подходил для этого. Чутянь знал, что он немного увеличил свою силу и не может найти себе равных в царстве Истинного Духа, но у него не было особых шансов победить короля Кровавых Орлов в лоб. Однако Чутянь не мог сражаться в лоб, но неужели он все еще не мог играть в трюки? Его глаза стали золотыми, Чутянь использовал всю свою духовную энергию и божественное чувство в одной атаке в бесконечном чистилище. Король Кровавых Орлов не смог вовремя отреагировать, чтобы заблокировать эту ужасающую атаку. Он был ошеломлен на секунду, прежде чем выплюнуть полный рот крови и упасть из воздуха. Для кого-то это показалось короткой секундой, но король Кровавых Орлов был в мире иллюзий долгое время. Ментальная атака Чутяня была острой, но дух эксперта Небесной области был очень силен, поэтому этот ужасающий ход мог вызвать только тяжелые травмы. Но этих тяжелых травм хватило, Чутянь не хотел убивать другую сторону, поэтому он разразился смехом. «Король Кровавых Орлов, у нас будет еще один шанс встретиться». Сказав это, Чутянь активировал транспортный свиток. Прежде чем все смогли окружить его, он исчез из их поля зрения. Чэнь Бинву увидела, что Чутянь вернулся, и сразу же спросила, какова ситуация. Урожай есть, но нелегко заставить короля Кровавых Орлов начать восстание. Король Кровавых Орлов ранен и не сможет организовать атаку в течение 3-5 дней, так что у нас достаточно времени. Чутянь вышел из транспортного пункта Великого Чжоу. Орлиное царство можно затянуть, самое неприятное — это Западное море. Пока мы позаботимся о проблеме Западного моря, этот план против Лесного альянса не увенчается успехом. Что нам делать? Новость о том, что армия Темного Орла потерпела поражение на равнинах боевых гончих, скоро будет распространена в великой стране Чжоу и в Орлином царстве, что значительно снизит боевой дух войск противника. Чутянь сказал это, прежде чем сменить тему. Мы воспользуемся случаем, чтобы отправить слухи в Орлиное царство. Мы скажем, что король Кровавых Орлов вступил в сговор с Лесным альянсом, передав мне важную информацию о Западном море. Между королем Кровавых Орлов и правителем Орлов уже возникла проблема, поэтому я верю, что правитель Орлов будет напуган этими слухами. Правитель и король будут сражаться из-за этого, и я верю, что мы выиграем еще больше времени.
Были приоритеты во всем, Орлиное царство представляло угрозу, но в худшем случае они захватят Великий Джоу, Великое Лето и Северную страну. Для Лесного Альянса это не так уж и плохо. Поэтому Западное море было более пугающим по сравнению с ним, и Чутянь решил отправиться в путешествие в Западное море. Лесные и морские расы не смешивались, поэтому договориться с ними было намного проще. Глава 572. Направляясь к Западному морю. Когда Чутянь вернулся в город чудес, молодая мисс очень устала, так как последние несколько дней она продолжала собирать информацию. Даже с помощью мощной разведывательной системы города чудес это было очень утомительно. Информация, которую ты получил, очень важна. Комитет чудотворной торговли будет использовать все свои возможности для расследования. Теперь мы подтвердили, что морская раса вступила в эту битву. Молодая мисс посмотрела на Чутяня, когда она тихонько вздохнула. Большое количество солдат морской расы тайно вторглись в лес из Западного моря, и, поскольку они движутся по воде, они передвигаются очень тайно. Так что большие лесные силы их еще не заметили. Морская раса была очень хлопотной. Никто не знал, насколько сильна на самом деле морская раса. Но для них это был очень важный шаг — узнать планы морской расы. Этой засаде было бы трудно добиться успеха, если бы лесные расы были подготовлены, и как морские расы могли бы бороться с лесными расами в лесу? Однако в этом сражении не было необходимости. Морская раса обитала в противоположных местах, чем лесная, поэтому не было необходимости в прямом конфликте. Другого выбора не было, ему оставалось только отправиться в путешествие к Западному морю. Чутянь не знал, что Алексис дала Западному морскому городу, чтобы убедить их, но все, что Алексис смогла дать им, Комитет чудотворной торговли и Лесной альянс могли дать тоже. У них даже был шанс сотрудничать. Как долго продержится Великий Джоу? Поскольку король Кровавых Орлов был ранен тобой, он не сможет немедленно атаковать. Мы также начали распространять слухи о том, что правитель Орлов не доверяет королю Кровавых Орлов. Эта ситуация не продлится долго, самое большее мы можем затянуть битву на 10 дней. 10 дней. Этого достаточно. Чутянь покинул форт городского лорда, чтобы приготовиться к отправлению. Он собирался уйти после того, как подготовить свой багаж, но внезапно что-то почувствовал и повернулся, чтобы сказать что-то из своей комнаты. «Перестань прятаться, ты не можешь просто войти и поговорить, и если тебе что-то нужно». Что за отношения? Мэн Ин сердито вскочила. На ней была облегающая короткая юбка в эльфийском стиле, открывающая пару белых и стройных длинных ног. На ее белых нежных щеках также был легкий румянец. Она была такой милой, что люди хотели ее укусить. «Я слышала, ты собираешься в город Западного моря. Им беспокоиться за меня, я действительно тронут». Чутянь подошел к ней, ущипнув ее за щеки, и сказал с ухмылкой: «Можешь расслабиться, я побывал во многих местах гораздо более опасных, чем город Западного моря, со мной все будет хорошо». Мэнин закатила глаза и внезапно сказала широко раскрытыми блестящими глазами: «Кто беспокоится о тебе?» «Я слышала, что в городе Западного моря есть самая красивая раса русалок на континенте, и я беспокоюсь о них. Не причиняй им вреда, иначе между мной и тобой все кончено». Чутянь мгновенно грустно посмотрел на нее. «Значит, это я слишком много думал. Ты думаешь, что я действительно причинил бы боль этим прекрасным русалкам? Я никогда не думал, что я был таким жестоким в твоих глазах. Мы знаем друг друга так давно, и ты так относишься ко мне так, это действительно слишком обидно». «Нет, я просто сказала это случайно». Мэнин неловко почесала затылок. Она подошла к Чутяню и взяла его за руку, сказав: «Я все еще верю в тебя». «Мне все равно, травма уже есть». Чутянь сказал непреклонным голосом: «Разве ты не должна помочь мне вылечить ее?» Лицо Мэн Ин покраснело, прежде чем она встала на цыпочки и нежно, как вода, чмокнула Чутяня в губы. «Хорошо, ты можешь быть доволен этим. Только и знаешь, как надо мной издеваться, ты думаешь, я не расскажу старшей сестре». Чутянь засмеялся, обнимая Мэн Ин. «Эта угроза меня не напугает. Ты собираешься выйти за меня замуж? Что может сделать твоя старшая сестра?» «Это не точно. Я и старшая сестра не можем разлучиться, тогда мы... Что ты говоришь, и я тебя не слышу». Мэнин хотела сказать, что она выйдет за него замуж вместе со своей старшей сестрой, но это было бы слишком легко для этого ублюдка. Она только посмотрела на него и заговорила, как домовладелица, собирающая квартплату. «Ты сказал, что был готов жениться на мне в прошлый раз, скажи мне сейчас, как идут приготовления». Терпение этой молодой леди очень ограничено. Чутянь нежно улыбнулся. «Если ты хочешь, я немедленно потрясу лес грандиозной свадебной церемонией». «Так-то лучше». Мэнин улыбнулась, как маленькая девочка, впервые узнавшая о любви.
Она поджала губы, чтобы подумать несколько секунд, прежде чем сказать: говорят, что город Западного моря — самый красивый город в лесу хаоса. Как насчет того, чтобы после того, как ты разберешься с городом Западного моря, нет проблем. Пока ты этого хочешь, не говоря уже о городе Западного моря, я могу сделать это в любом месте в этом мире. Мэн Ин получила обещание Чутеня, и камень в ее сердце наконец упал. Она показала сладкую и наполненную радостью улыбку. Ты должен сдержать свои слова. Сказав это, она сразу убежала. Чутянь смотрел, как красивая фигура Мэн Ин уходит, и его сердце наполнилось теплом. Хотя он прожил 2 жизни, он никогда раньше не испытывал романтических отношений. Мэн Ин определенно не была самой выдающейся из всех женщин, которых видел Чутянь, но она была для него самой утешительной. Иметь этого человека, которого он мог бы защищать в будущем, возможно, это было большим благословением. Чутянь всегда выполнял свои обещания. Поскольку он пообещал провести свадьбу в городе Западного моря, Чутянь должен был победить город Западного моря. В городе чудес была построена площадь в центре горы, и эта площадь была полностью вымощена каменными плитами. Он был очень гладким и чистым, на нем совсем не было мусора. Вокруг него было несколько крупных заводов, и большое количество солдат города чудес охраняли их. «Босс, сюда!» Красавица с огненным телом и рыжими волосами помахала Чутяню, а позади нее стоял треугольный металлический объект. Казалось, что он сделан из легких и твердых материалов, а поверхность покрыта рунами. Передняя часть была острой, как игла, а конец был прямоугольным. На самом деле в нем был большой источник энергии, так что можно было сказать, даже не глядя, что это был недавно изобретенный летательный аппарат. Нангунь Юнь небрежно представила его Чутяню. Наша фабрика дирижаблей недавно добилась успеха. Несмотря на то, что рама невелика, она имеет очень высокую производительность. Он сделан с использованием самого современного двигателя и изначальной энергии Комитета чудотворной торговли, летающего с максимальной скоростью в 10 раз превышающей скорость звука. Он уже намного превосходит скорость реакции экспертов истинного духа, и даже экспертам небесной области было бы трудно перехватить его в воздухе. Как насчет этого? Неплохо, верно? Чутянь кивнул. Так быстро разработать этот вид летательного аппарата — это действительно неплохо. Это испытательный образец без какого-либо оружия, но стандартным оборудованием будет одна энергетическая пушка среднего размера, 4 разрушительного тяжелого огнестрельного оружия и набор универсальных защитных щитов. Будь то двигатель, оружие или щит, все они будут изготовлены с использованием новейших технологий. В будущем он станет главной воздушно-десантной силой Комитета чудотворной торговли. Неплохо, неплохо. Чутянь похвалил всех за достижение, тогда позвольте мне лично протестировать его. Нангунь Юнь представила Чутяню систему управления. Этот истребитель имеет 2 основные операционные системы. Первая — это ручная операционная система, которая представляет собой операционную систему наполовину, поскольку специальная система управления для истребителей еще не была написана, ведь наш комитет чудотворной торговли ограничен людьми, поэтому мы передали кодирование эльфам. Единственная система, которую мы можем использовать сейчас, это второй метод, то есть система контроля духовной энергии. К духовной энергии человека предъявляются высокие требования, но я уверена в способностях босса. Эта небольшая проблема станет для вас легкостью. Чутянь сел в кабину и дал знак «Кей» Нангунь Юнь. Затем он поместил шлем с вырезанными на нем массивами источников энергии и высвободил свою духовную энергию. Она мгновенно распространилась по всему летательному аппарату, и это было похоже на слияние человека и машину в одно целое. Сработали массивы источников энергии, двигатель засветился голубым светом, треугольный истребитель преодолел звуковой барьер, устремившись в небо и исчезнув через несколько секунд. Глаза Нангунь Юнь были наполнены удовлетворением. Это действительно должно было стать революционным шедевром для Комитета чудотворной торговли. Чутянь использовал этот шанс, чтобы проверить его, и после еще нескольких тестов Комитет чудотворной торговли сможет производить их массово. Если бы у них было 10 тысяч этих истребителей. Это будет считаться могущественной силой даже на континенте. Чутянь сидел в кабине, используя свою духовную энергию для управления истребителем. Истребитель продолжал увеличивать скорость и постепенно превышал скорость, в 10 раз превышающую скорость звука. Истребитель был изготовлен из особого материала, который не разбивал и не создавал искр при столкновении с воздухом на таких высоких скоростях. Руны защиты на поверхности также нейтрализовали большую часть шума. Команда разработчиков Комитета чудотворной торговли становилась все лучше и лучше. Переход от небольшой секты Юнь в бывшем центральном государстве к группе разработчиков, которая могла освоить самые передовые технологии на континенте. Возможно, даже на всем континенте не нашлось бы много людей, которые могли бы сравниться с ними. Чутянь совершал различные маневры своей духовной энергией. Хотя он обнаружил несколько мелких проблем, в целом система работала довольно быстро. Если бы это оружие использовалось в сражениях на континенте, оно могло бы получить контроль над небом.
Пока их было достаточно, они могли справиться с любыми воздушно-десантными войсками, под ним продолжал светиться бескрайний лес, и под Чутянем появлялось все больше и больше озер и рек. Он знал, что через несколько часов он уже приблизится к Западному морю. Западное побережье было самой западной частью всего континента. После западного побережья было немало континентов и островов, разбросанных по морю, но большую часть этого места по-прежнему составляли бескрайние моря. Люди на самом деле не понимали области, покрытые морями. Они знали только, что формы жизни в море не меньше, чем формы жизни на суше, но они могут быть даже более древними и могущественными по сравнению с ними. Море также создало большие цивилизации, и они были похожи на континент, взаимодействуя друг с другом, захватывая ресурсы и даже собираясь вместе, чтобы создавать империи. В эту эпоху из-за обильных ресурсов у моря и континента не было конфликтов. Естественно, у них также не было никакого контакта, поэтому обе стороны были очень незнакомы друг с другом. В следующие несколько тысяч лет между континентом и морем произойдут крупные сражения, вынудившие наземные и морские расы вступить в контакт друг с другом и изменить ситуацию с континентом. Глава 573. Город Западного моря. Город Западного моря, он граничил с Западным морем и был построен над Кристальным заливом. Город Западного моря был распределен как полумесяц, обращенный к Гигантскому заливу. Вода была прозрачной, без примесей, и разноцветные кораллы сияли на солнце, великолепно отражая солнечные лучи. Каждая песчинка была прозрачной, как самые чистые кристаллы в мире. Город Западного моря был выше 500 метров со всевозможными зданиями. Там были Хрустальный дворец, дом морских раковин и гнездо черепах, все они имели странные формы, что придавало им сильный иностранный вкус. Это был пейзаж, который нельзя было увидеть среди наземных рас континента. Хотя город Западного моря был отдаленным местом, на самом деле это место не было закрытым, потому что город Западного моря открыл множество маршрутов, что позволяло нескольким прибрежным торговцам напрямую попадать в город Западного моря из океана. Таким образом, в городе Западного моря не только были голоса различных морских рас, но и торговцы со всего континента вели здесь свои дела. Конечно, эти торговые пути не обеспечивали прямого выхода в Кристальный залив. Примерно в 200 милях от Кристального залива находилась гигантская гавань, специально предназначенная для стоянки иностранных флотов. Естественно, был небольшой городок на несколько сотен тысяч человек, который образовался спустя долгое время. Все жители были иностранными купцами, которые жили здесь долгое время. За городом, в гавани рыбаков, стояли бесчисленные солдаты в темных золотых доспехах, словно железные шипы в земле. Их не заботило то, что происходило во внешнем мире, они просто смотрели вдаль. С всплеском воды внезапно появился гигантский железный корабль. Этот гигантский металлический корабль был наполнен невыразимой мощью и давлением. Даже если он медленно двигался, люди, видя его, чувствовали сильное угнетение. Это вызвало шок у всех окружающих, перевозивших свой груз. Гигантский металлический корабль использовал в качестве основы скелет водяного дракона, и прямо на его носу висела голова дракона. Круглые глаза были наполнены убийственным намерением и дикостью, давление, которое оно создавало, заставляло окружающую воду не подвергаться никаким волнам. Даже глядя на это издалека, давало людям глубокое гнетущее чувство. Большая сухая империя. Это корабль Большой сухой империи. Гигантский металлический корабль был еще в нескольких тысячах метров, но вылетело 20 офицеров в длинных золотых мантиях. Они прошли 1000 метров и ударили 3 молота. Каждый человек вообще не скрывал свою ауру, все они были экспертами 9-го уровня истинного духа. Если бы такого человека поместили в лес хаоса, даже если бы он не был городским лордом, он был бы вторым в команде. Однако на этом гигантском металлическом корабле они были просто охранниками, открывшими путь. Большая сухая империя была несравненно далека. Из ужасных порезов на гигантском металлическом корабле было видно, что они пережили немало опасных сражений на своем пути. Для признанной человеческой империи в их стране проживало не менее нескольких миллиардов человек. У них должно было быть как минимум 2 эксперта Небесной области и экспертов истинного духа, как облаков на небе. Поистине могущественная страна, даже если сложить весь лес хаоса, будет сложно сравниться с Большой сухой империей. Однако, поскольку нынешний лес хаоса был разделен на части, Большая сухая империя вообще не смотрела на них, гигантский металлический корабль медленно прибыл в гавань. Из него вышли 2 стариков, похожих на слуг. Хотя у них была простая одежда, и они выглядели скромно, их глаза были несравненно холодными и источали ауру, потрясавшую людей до глубины души. Если бы слуги были такими. Каким бы был мастер, 2 слуг и 20 высокоуровневых стражей истинного духа открыли путь, когда из колоды появилось большое количество зверей. В строй было 400-500 кавалеристов, из них вышли несколько драконов, тянущих карету, направлявшуюся в город Западного моря. Мудрец Большой сухой империи Юйвэньси. Кто-то из гавани узнал этого человека, и все они опустились на землю на колени.
У них было скромное выражение лица, и они не смели смотреть вперед, но был один человек исключением. Этот человек был одет в серый халат и был закутан в соломенный плащ. Хотя он выглядел вполне обычно, его аура была действительно выдающейся. Показанная кожа выглядела так, как будто была сделана из нефрита, и на его плече был симпатичный маленький белый лисенок. Молодой человек посмотрел на уезжающую карету дракона и недовольно сказал: «Чёрт, кто это? Разве он не может быть немного скромнее? Будь тише». Старик быстро встал, чтобы пристально взглянуть на него, и сказал: «Старший Юй Вэньси, мудрец Великой Сухой Империи. Осмеливаясь делать такие дерзкие замечания, ты не боишься смерти». Мудрец? Был ли мудрец таким удивительным? Этот отец раньше был удостоен звания великого мудреца, Чутянь показал безразличный взгляд. Мудрец в эту эпоху совсем не сравним с великим ученым из десятков тысяч лет будущего. Как мог Чутянь поместить его в глаза? Юй Вэньси постепенно удалился, и гавань вернулась в нормальное состояние. Лидер этого флота, старик Мо, был очень недоволен выражением лица Чутяня. Старик Мо был хорошо известным торговцем в городе Западного моря. В общей сложности у него было более сотни кораблей, и он занимался всеми видами бизнеса на побережье. Они встретили этого человека, который сказал, что у него есть сокровища, чтобы продать им, поэтому они взяли его с собой. Кто бы мог подумать, что этот человек будет таким высокомерным, осмелившийся обидеть кого-то вроде Юй Вэньси? Чтобы уничтожить их маленькие жизни, кому-то вроде Юй Вэньси достаточно простого вдоха. Чутянь мог только признать свою ошибку и пообещать, что больше не будет этого делать. Старик Мо был довольно известным торговцем, и завтра исполнялось 500 лет лорду города Западного моря, так что старик Мо имел возможность отправиться во дворец, чтобы поучаствовать. Чутянь надеялся, что этот старик получит шанс приблизиться к лорду города Западного моря. Старик Мо спросил Чутяня: «Ты сказал, что у тебя есть драгоценное сокровище, это правда? Мог ли я врать пожилым людям? Взгляните, пожалуйста». Чутянь улыбнулся, ничего не скрывая, и потянулся к груди, вытащив нефритовую шкатулку. Он небрежно открыл нефритовую шкатулку, и перед их глазами появился золотой плод. Слабая бессмертная духовная аура наполнила окружающую местность, бессмертное сокровище 3-го уровня, бессмертный плод золотого дракона. Этого достаточно. Все внимание было немедленно привлечено. Когда все увидели эту бессмертную траву, их глаза загорелись страстью. Это была полушаговая бессмертная трава, которая была на 3-м уровне. Это действительно было непросто. Сколько людей среди этих торговцев видели бессмертную траву? Когда этот юноша, который не выглядел даже взрослым, случайно вынул что-то подобное, как люди могли не быть шокированы, старик Мо был одним из тех, кто был полон радости. У него была квалификация, чтобы присоединиться к банкету по случаю дня рождения городского лорда города Западного моря, что было славным и драгоценным делом, так как же он мог не приготовить дорогой подарок? Старик Мо не смог найти хороший предмет для этого события, но теперь, когда перед ним лежало сокровище, о котором нельзя было просить, как он мог не волноваться, старик Мо даже не успел заговорить. «Брат, продай мне свое сокровище». Подошел высокий и мощно сложенный духовный зверь. «Сколько бы исходных камней не дал тебе этот старик-человек, я также могу дать тебе». Старик Мо волновался. «Куйган, это принадлежит мне, 1000 исходных камней». Духовный зверь по имени Куйганг, который был очень властным, посмотрел на старого Мо, когда он сказал: «Кто бы не осмелился соревноваться со мной, с этого момента будьте осторожны в своих поездках». У всех были испуганные взгляды. Старик Мо был в ярости, но был беспомощен. Куйган тоже был торговцем, но как духовный зверь мог понять, как вести дела? Он был лидером банды пиратов с самого начала и имел дурную славу в этом месте. Всякий, кто посмел его рассердить, не должен думать о покое с этого момента. 1000 исходных камней, он хочет купить драгоценную полушаговую бессмертную траву за 1000 исходных камней. Это ничем не отличалось от ограбления, Куйган не смотрел Чутяня вообще. Когда он увидел этот плод, он уже относился к нему как к своему. «Возьмите его». Двое подчиненных Куйгана подошли к Чутяню спереди. Чутянь сказал со слабой улыбкой: «Не очень умно хватать вещи из моих рук». Паршивец, который не принимает предложенный тост. Один из них вынул кинжал из-за пояса и хотел отрезать руку Чутяню, держащую нефритовую шкатулку. В конце концов, он 2 пальцами схватил лезвие, и кинжал застрял полностью и не мог двигаться. С такой-то силой. Сила и духовная энергия Чутяня были активированы сразу, когда его пальцы щелкнули лезвием, как стекло. Оно разлетелось по всему телу духовного зверя и заполнил его несколькими отверстиями. Другой духовный зверь хотел сбежать, увидев плохую ситуацию. Чутянь выпустил тыльную сторону ладони и раздробил все его кости. Его отправили в полет на несколько десятков метров, и он приземлился в воду, заливая всю ее кровью. Лицо Куйгана упало,
и он приготовился выпустить свой исходный дух. Чутянь мягко щелкнул пальцем, и кости, плоть и доспехи Куйгана были разрушены неизвестной силой. Когда он с жалобным криком упал на землю, он вообще не мог сопротивляться. Все окружающие торговцы выражали благоговение. Куйган все еще был культиватором истинного духа, и он не выдержал ни единого удара. Чутянь позаботился о мусоре так же легко, как пощипал несколько муравьев. Он относился к этому как к заботе о мелочах и даже не взглянул на них. Он повернулся к старому Мо и сказал: «Теперь мы можем заключить сделку». Все наконец поняли. С мозгом этого человека не было проблем, он осмелился показать всем свое сокровище, имея в виду, что он был уверен, что сохранит его. Однако, судя по показу, который он только что показал, у него действительно была квалификация. Чтобы быть уверенным, старик Мо сглотнул слюну, прежде чем сказать: «Это очень высокая стоимость, мы можем определить цену только после ее оценки». Чутянь покачал головой и сказал: «Я могу продать его тебе за полцены, но у меня есть небольшая просьба». «Просьба? Какая просьба?» «Я восхищаюсь красотой русалок города Западного моря, и сейчас есть редкий шанс. Я надеюсь, что ты поможешь мне и возьмешь меня во дворец городского лорда города Западного моря». Так просто? Естественно, все было так просто. Старик Мо все равно хотел поехать в город Западного моря, и привлечение лишнего человека не привлечет слишком много внимания. Глава 574. Торги. Охранники города Западного моря были строже, чем предполагал Чутянь, поэтому он должен был найти подходящую причину, чтобы обратиться к здешнему городскому лорду. Город Западного моря сильно отличался от лагеря короля Кровавых Орлов. Чутянь мог войти в лагерь короля Кровавых Орлов в основном потому, что сам король Кровавых Орлов не был таким сильным, поэтому Чутянь мог сбежать в любой момент со свитком телепортации. Было неясно, насколько силен городской лорд города Западного моря, но, исходя из информации от эльфийского короля, они были не слабее 4 гигантов. Чутяню приходилось проявлять осторожность, когда он имел дело с экспертами Небесной области. Неосторожность может означать неспособность телепортироваться. Городской лорд отличался от короля Кровавых Орлов. Сила городского лорда города Западного моря представляла не только морские владения, но и часть леса хаоса. Как только отношения города Западного моря будут прерваны, у лесного альянса возникнет много проблем. Принимая во внимание все виды вещей, Чутянь должен был быть сдержанным, по крайней мере, он не мог рассердить городского лорда города Западного моря. Чутянь продал эту траву старику Мо по льготной цене, и старик Мо временно принял Чутяня в свою компанию, приведя его на праздничный банкет в городе Западного моря. Однако старик Мо продолжал говорить ему, чтобы он не создавал проблем в городе Западного моря, иначе он не смог бы защитить его. Конечно, Чутянь согласился с ним. Той ночью их торговая группа отправилась в город Западного моря. Оборона и обычаи города Западного моря были очень строгими, им пришлось преодолеть несколько преград и ограничений. Они прошли через группы солдат морской расы, прежде чем, наконец, вошли в город Западного моря. Город Западного моря был городом в заливе, многие здания морских рас строились прямо на берегу моря, а некоторые здания даже помещались под воду. Здесь были самые разные жители, от медлительных и стойких солдат-черепах до свирепых и жестоких солдат-акул и даже солдат-китов ростом не менее 10 метров. Также было много солдат-креветок и крабов. Короче говоря, на улицах города Западного моря были всевозможные морские расы. Как и призрачные звери, морские расы выглядели как морские виды, но их фигуры были больше похожи на человеческие. Это была не рыба или краб, идущие прямо, а скорее смесь морских видов и людей. Город Западного моря был достоин называться самым красивым городом леса хаоса. Здесь были не только красивые пейзажи, но и неповторимое изящество. По сравнению с экстравагантным видом города драконов, это место казалось более естественным и артистичным. По сравнению с первобытным вечным лесом, это место больше кипело жизнью. Мы останемся здесь на ночь. Перед Чутянем появился красивый дом-раковина, каждая из которых была комнатой высотой около 3 метров. Они были организованы в стиле континентальных рас, поэтому ощущения дискомфорта не было. Банкет по случаю дня рождения городского лорда города Западного моря начнется завтра. Чутянь приготовился прогуляться по окрестностям. Ты видишь перед собой гигантский панцирь черепахи? Старик Биуай указал пальцем на гигантский панцирь черепахи, который был несколько десятков метров в высоту и более 100 метров в ширину, и сказал: «Это знаменитый базар гигантских черепах в городе Западного моря. Торговая палата гигантских черепах — крупнейшая компания в городе Западного моря, мы торговали с ними раньше. Ты можешь пойти туда прогуляться, если хочешь торговать, возможно, тебе повезет, и ты найдешь сокровище». Интересно. Чутянь пошел прямо на базар гигантских черепах. Базар гигантских черепах был больше, чем он представлял, но он также был немного беспорядочным, потому что был разделен на 2 части.
Одна часть предназначалась для торговли с торговой палатой гигантских черепах в качестве посредника, а другая — для свободной торговли. Торговля с посредником позволяла компании продавать за них, и свободная торговля была открыта для всех, позволяя устанавливать торговые палатки. Все товары на базаре гигантских черепах состояли из глубоководных материалов. Это было то, чего нельзя было найти в лесу или на суше, поэтому включение города Западного моря в Альянс было очень важным для Комитета чудотворной торговли. Лисенок что-то почувствовал и понюхал носом. Он немедленно указал в определенное направление Чутяню, сигнализируя, что там было что-то хорошее. «Ты что-то нашел. Лисенок бежал перед стойлом, где хозяин выглядел как простой, честный черепаховый человек. Клан черепах обычно был высоким и сильным, с 4 довольно маленькими конечностями. У них были лица, похожие на человеческие, но их тела были обернуты естественной твердой оболочкой. Эта твердая оболочка была частью их тела и была важна для них как скелет людей. Она будет становиться сильнее по мере того, как они будут расти, имея возможность защищать их от всех атак. В этом стойле выловили кое-что из морских глубин. Помимо каких-то странно выглядящих кораллов, были также некоторые старые предметы. Они были похожи на вещи, которые не привлекали бы внимания людей, но лисенок учуял необычный запах, исходящий от бусины, которая выглядела вполне обычно. Чутянь намеренно взял бусину и использовал свое божественное чувство, чтобы просто просмотреть ее несколько раз, обнаруживая некоторые вещи. Это должно быть внутреннее ядро великого древнего демонического зверя. Внутреннее ядро демонического зверя стоило очень высокой цены. Глядя на ауру, исходящую изнутри ядра, она не должна быть слабее, чем зверь пустоты Чутяня, убитый в пространстве мира чистилища. Конечно. Это произошло потому, что на его поверхности появился толстый слой камня, образовавшийся за долгое время. Если божественное чувство было недостаточно сильным, естественно, нельзя было найти его истинную ценность. Чутянь тихонько кашлянул и спросил на человеческом языке, сколько стоит этот камень. Человек-черепаха был ошеломлен, было ясно, что он не понимает человеческого языка. Поскольку он не мог общаться, Чутянь вытащил несколько частей исходных камней. Человек-черепаха, увидев это, покачал головой, и Чутянь продолжал добавлять, но человек-черепаха продолжал качать головой. Двое из них использовали этот метод, чтобы торговаться вперед и назад. Когда Чутянь добавил 200 исходных камней, человек-черепаха наконец проявил удовлетворение. Когда обе стороны собирались совершить сделку, внезапно сзади раздался очень трогательный женский голос. «Стой, мне нужно внутреннее ядро этого демонического зверя». Чутянь был полон гнева. «Блин, кто портит дело этого отца?» Подошла девушка очень высокого роста, ростом больше 1 метра и 75 сантиметров. Ее тело было красивым, с белоснежной кожей и длинными золотистыми вьющимися волосами. Будь то ее аура или внешний вид, она была совершенно идеальной. Больше всего соблазняли эти длинные ноги. У этой девушки были аристократические ноги, которые, казалось, были вырезаны из кристаллов, имели изящную форму, не были худыми или толстыми, идеально подходящими к ее высокому росту. Она производила впечатление отстраненности. По-видимому, эта девушка должна быть выдающимся человеком. «Кто ты?» Чутянь видел много красавиц, поэтому он совсем не удивился. Первым пришел, первым купил, разве ты не знаешь? Я уже купил этот камень. Златовласая красавица показала презрительный взгляд и была слишком ленива, чтобы ответить Чутяню. Это внутреннее ядро глубоководного демона 8 когтей, исчезнувшего 10 тысяч лет назад, и он имеет очень высокую цену. Для меня это очень важно, поэтому я дам 50 тысяч исходных камней. Продайте его мне. Что? 50 тысяч? Человек-черепаха почти подумал, что он не так расслышал. Златовласая красавица продолжала говорить. Некоторые хитрые рыбы думали, что они могут получить сокровища задешево, не будьте обмануты. Гнев Чутяня мгновенно вспыхнул. Девушка вроде тебя осмеливается смотреть на меня свысока? Если говорить о деньгах, проиграет ли кому-нибудь этот отец? Он даже не подумал, когда сказал, ты даешь 50 тысяч? Хорошо, я добавлю еще 10 тысяч. Продай его мне. Чутянь достал из своего хранилища 6 тяжелых мешков с исходными камнями. Златовласая красавица была очень ошеломлена. Человек-черепаха выглядел так, будто его ударили молотком. Этот на вид просто одетый человек на самом деле поднял цену на 10 тысяч исходных камней. Для обычного культиватора 10 тысяч исходных камней — это число, которое он никогда не сможет собрать за всю свою жизнь. Чутянь невинно моргнул. Теперь мы можем завершить сделку. Стоп, разве 60 тысяч не стартовая цена? Златовласая красавица нахмурилась, прежде чем бросить 7 мешков на землю. Я даю 70 тысяч исходных камней. Чутянь даже не подумал, выбросив еще 2 сумки, 80 тысяч.
Златовласая красавица немного рассердилась, когда посмотрела на него 90 тысяч исходных камней. 100 тысяч. 110 тысяч. 120 тысяч. Они вдвоем продолжали называть цены, постепенно превышая цену этого внутреннего ядра, но Чутянь вообще не хотел отступать. «У меня нет ничего, кроме денег. Хотите сделать ставку со мной?» «Просто ищите смерти». Лицо златовласой красавицы становилось все более белым. Она не была дурой, она видела, что этот чертов человек очень богат. Эти исходные камни казались ему совершенно ничем. Золотоволосая красавица подавила побуждение броситься на него, прежде чем бросить еще один мешок с исходными камнями. Ее тело слегка дрожало. 150 тысяч исходных камней. Это было уже в 3 раза больше первоначальной цены. Хотя внутреннее ядро было очень ценно, его нужно было разделить на типы. Зверь пустоты был редким космическим демоническим зверем. Было бы неудивительно, если бы его внутреннее ядро стоило 100-200 тысяч. Это внутреннее ядро было просто отнесено к водному типу, и его эффекты были довольно слабыми, поэтому текущая цена была очень высокой. Тривиальные 150 тысяч. Чутянь с презрением копался в своей пространственной сумке, но внезапно был ошеломлен. Больше нет. Чутянь внезапно вспомнил, что он принес только 150 тысяч исходных камней. Это для любого другого человека или силы было немалым количеством, он никогда не думал, что ему все равно будет недостаточно. В это время у него действительно больше не было денег. Златовласая красавица увидела, что у Чутяня закончились деньги, и сразу сказала: «Не смущай себя, если у тебя их больше нет. Быстро убирайся. У меня больше нет». Чутянь терпеть не мог, чтобы девушки смотрели на него свысока. «Подожди, дай мне день». «Подождите, пока я принесу больше исходных камней, кто хочет тратить время с тобой?» Златовласая красавица фыркнула. «Одно слово, ты продаешь или нет?» Человек-черепаха уже потерял сознание от того, что увидел исходные камни, теперь это более или менее не имело для него значения. Он просто хотел забрать исходные камни, поэтому быстро обменялся с золотоволосой красавицей. Золотоволосая красавица с презрением посмотрела на Чутяня, прежде чем повернуться и фыркнуть. Он проиграл девушке, это было просто величайшим позором для Чутяня, но каково было происхождение у этой девушки? Судя по внешности, она выглядела как человек, но Чутянь чувствовал исходящую от нее ненормальную ауру, так что она не должна быть нормальным человеком. Человек, который мог случайно достать 150 тысяч исходных камней, определенно был непростым человеком. Чутянь перенес эту потерю, поэтому он был не в настроении больше гулять. Он вернулся в коралловый дом, чтобы поспать, ожидая завтрашнего дня, чтобы увидеть городского лорда города Западного моря. Глава 575. Глубокая синяя империя. Банкет по случаю дня рождения городского лорда города Западного моря был величайшим праздником города и самым важным праздником. Все жители города Западного моря и посторонние были одеты в экстравагантную одежду, соответствующую их расовому стилю. Большое количество деликатесов доставлялось в гавань на лодках, а небо освещали красочные фейерверки. Хрустальные лампы были подобны цветам, распускающимися в городе, по мере того, как по городу доносились звуки пения и запах ароматного мяса. 500-летие городского лорда было гораздо важнее, чем в прошлом году. Город Западного моря не был таким богатым, как город драконов, потому что город Западного моря был построен всего несколько сотен лет назад. Лорд драконов Крыло Смерти Нитхёк был древним драконом, жившим более 10 тысяч лет, и это накопленное за время богатство было непросто превзойти. Однако оживленность города Западного моря не уступала ни одному городу Леса Хаоса. Гигантская гавань была торговым центром Западного моря, позволяя различным странам торговать через нее, поэтому ежедневный оборот был шокирующим числом. Город Западного моря прогрессировал с каждым днем и только благодаря своим торговым кораблям мог стать самым процветающим районом в регионе. В будущем не было невозможно превзойти накопленное богатство города драконов. Именно благодаря развитым торговым маршрутам, когда городской лорд города Западного моря проводил праздничный банкет, разные стороны приходили предлагать дорогие подарки. Этот ежегодный банкет в городе Западного моря стал важным моментом восстановления отношений. Старик Мо привел Чутяня в великолепный дворец русалок в городе Западного моря. Чутянь уже знал, что властью, контролирующей город Западного моря, были русалки, редкая морская и таинственная раса. В эпоху, в которой жил Чутянь, русалки уже вымерли. Банкет официально начался. Зал дворца русалок вмещал несколько тысяч человек, и гости были разделены по рангу. Старик Мо был просто хорошо известным купцом, поэтому он считался одним из людей низшего ранга и сидел в самом отдаленном районе. «Городской лорд здесь». Громко и отчетливо прозвучал голос, в 2 ряда вышло несколько десятков красивых служанок-русалок. Публика услышала звук волны, и это было похоже на то, чтобы оказаться на острове, окружённом гигантскими волнами,
которые могут затопить остров в любой момент. Все знали, что это были не настоящие волны, а аура, выпущенная экспертом, который находился, по крайней мере, на 6-м уровне небесной области. Этого эксперта можно было бы считать великим экспертом, даже если бы он был на континенте, а во всем Западном море был только один такой городской лорд. Но что всех удивило, так это то, что за мощной аурой оказалась невысокая морщинистая старушка с сидеющими волосами. Этого не может быть, это городской лорд города Западного моря. Чутянь увидел морщинистую старуху с сидеющими волосами и удивленно крикнул: «Разве легендарный городской лорд Западного моря не была красивой русалкой? Откуда эта старушка?» «Ты. Старик Мо чуть не потерял сознание от страха. Он быстро огляделся, прежде чем сказать Чутяню: «Ты не хочешь жить?» Чутянь пожал плечами и сказал: «Чего ты боишься? Она все равно не слышит». Старик Мо внезапно пожалел, что привел этого парня. Какое положение занимает городской лорд Западного моря? Ты можешь подтвердить, что она нас не слышит? Боюсь, госпожа городской лорд находится на грани смерти. Что за чушь ты говоришь? Глаза Чутяня сфокусировались, и у них вообще не было насмешливого взгляда. У русалок долгая жизнь с обычными русалками, живущими около 400-500 лет, а эксперт небесной области имеет вдвое больше этого времени. Русалки большую часть своей жизни выглядят молодо, и только когда их жизнь подходит к концу, они быстро стареют. Городскому лорду всего 500 лет, и она выглядит такой старой, скорее всего, она была ранена и теперь тратит большую часть своей энергии на подавление этих травм. Откуда у нее хватило бы ума слушать то, что мы говорим? Ерунда, не говори ерунды. Нос у старика Мо был почти искривлен от ярости. Плевать на это. Если ты и дальше будешь так себя вести, я тебя выгоню. Хорошо, я понимаю. Чутянь закатил глаза, зная, что его трудно убедить. Поскольку этот отец здесь, ты все еще хочешь выгнать меня. Поэтому он сказал невежливым голосом: такой старик, как ты, действительно многословен. Городской лорд медленно села, и банкет официально начался. Торговая палата драконьего ястреба отправляет 500 пятицветных звездных жемчужин, желая городскому лорду наилучших пожеланий. Торговая палата великой страны происхождения отправляет 10 чешуек дракона, желая всего наилучшего городскому лорду. Гости представляли свои дорогие подарки и всевозможные ослепительные сокровища, сложенные в главном зале. Там было несколько предметов бессмертного ранга, и даже учитывая, что старик Мо с трудом нашел свой подарок, он будет считаться подарком только среднего уровня. Но даже при этом людей все равно восхищал старик Мо. Чтобы дать полушаговую бессмертную траву 3-го уровня, это было не то, что мог сделать простой торговец. Это зависело от большой силы и большой удачи. Старик Мо был очень взволнован. Ему было очень важно привлечь внимание этих людей. Этот банкет был не только для показа, но и для встречи с людьми, которых он обычно не мог встретить. Бизнес торговца увеличивался пропорционально их связям. Чутянь теперь знал, что город Западного моря действительно был могущественен. Эти люди, которые пришли дарить подарки, все они были ведущими компаниями континента. Среди них также было много королевств, от маленьких до больших, даже с 1-2 враждующими королевствами. Чутянь никогда бы не подумал, что эти королевства и компании зайдут так далеко, чтобы торговать с городом Западного моря. Когда атмосфера стала оживленной, внезапно раздался голос, и окружающая публика была вытеснена. Защитник Большой Сухой Империи мудрец Юйвэнь Си приносит с собой 100 сокращающих душу оружий и 20 бессмертных трав 3-го уровня, желая всего наилучшего городскому лорду. Все были шокированы, услышав это. Большая Сухая Империя Защитник, мудрец Юйвэнь Си, он на самом деле лично приехал в город Западного моря, чтобы сделать подарок. Как они могли быть обычными людьми, чтобы стать силой на уровне империи на континенте? Большая Сухая Империя была одним из самых могущественных человеческих королевств. Это могущественное существо могло случайно уничтожить 5-8 враждующих королевств. Юйвэнь Си был мудрецом-защитником Большой Сухой Империи, а также был имперским наставником. Он занимал высокое и важное положение. Возможно, даже короли обычных королевств поклонились бы ему. Теперь он лично приехал поздравить городского лорда Западного моря с днем рождения. Это делает городского лорда Западного моря более привлекательным. Прищуренные глаза старого городского лорда внезапно открылись. Дар господина Юйвэнь Си слишком тяжел. Эта старушка всего лишь простой городской лорд. Как я могу принять дар Большой Сухой Империи? Ха! Зрелый и мощный смех заполнил зал. Губернатор Боша была одной из 4 губернаторов глубокой Синей Империи. Как вы можете не принять тривиальный подарок этого старика? Когда были сказаны эти слова? В зале возникла мощная аура, похожая на ревущее пламя, распространяющееся во все стороны, мгновенно отталкивая большую часть ауры старого городского лорда.
На сцену вышел старик, освещенный светом, и с каждым шагом свет становился ярче. Это было все равно, что смотреть на бессмертного, спускающегося на землю. Чутянь понимал, что это сила эксперта области небес, и те, кто не находится в царстве небесной области, не могли сопротивляться ей вообще. Это был знаменитый Юй Вэньси, мудрец, это звание, присвоенное ученым. Ученый, которого можно было назвать мудрецом, был выдающимся талантом в эту эпоху. Не говоря уже о том, что Юй Вэньси был экспертом области небес, не слабее, чем городской лорд Западного моря, и действительно достойным быть наставником Большой Сухой империи. Еще более шокирующим было то, что сказал Юй Вэньси, городской лорд Западного моря могла быть из глубокой синей империи. Чутянь был немного сбит с толку, глубокая синяя империя очень известна. Ты даже не знаешь о глубокой синей империи. Старик Мо сказал, нахмурив брови. Глубокая синяя империя была самой большой и богатой империей в Западном море, но она распалась из-за гражданской войны 100 лет назад. Она уже превратилась в несколько сил, а глубокая синяя империя существует только по названию. Говорят, что у глубокой синей империи было 4 губернатора. Кто бы мог подумать, что городской лорд Западного моря была одной из них? Эта новость слишком шокирует. Насколько сильна была глубокая синяя империя в прошлом, никто не думал, что она падет от междоусобиц. Из-за краха глубокой синей империи все силы Западного моря погрузились в хаос, и только побережье Западного моря оставалось относительно мирным. Кто бы мог подумать, что городской лорд Западного моря была одной из могущественных губернаторов глубокой синей империи. Возможно, люди не поверили бы этому, если бы это было сказано кем-то другим, но у людей не было причин не верить, если бы это исходило от Юй Вэньси. Какое положение занимал Юй Вэньси? Как он мог говорить глупости? Холодное сияние вспыхнуло в глазах старого городского лорда Боша, когда они вернулись в свое полузакрытое первоначальное состояние. После небольшого приступа кашля она сказала: «Императорский наставник Юй Вэнь приехал в мой город, боюсь, не только для того, чтобы раскрыть личность этой старушки. Глубокой синей империи больше не существует, и есть что-то еще, что вас не устраивает. Городской лорд ошибается». Юй Вэньси быстро рассмеялся, продолжая идти вперед. С каждым шагом давление на Боша становилось все сильнее. Прежде чем охранники смогли подойти, их всех прижали. Юй Вэньси сказал сильным и нежным голосом: «Этот старик пришел по приказу Большого Сухого Императора, чтобы попросить о браке». Брак? Какой брак? Чутянь был полностью ошеломлен. Это не было бы для этой старушки, верно? Вкусы этого императора слишком тяжелые. Юй Вэньси продолжал говорить. Говорят, что у глубокой синей империи была чистокровная принцесса, которую губернатор Боша забрала, чтобы вырастить, и теперь она превратилась в красоту, способную разрушить нации. У Большого Сухого Императора нет наложницы, и он хочет жениться на принцессе глубокой синей империи. У города Западного моря теперь будет защита Большой Сухой империи, и мы даже сможем помочь городу Западного моря восстановить глубокую синюю империю прошлого. Невозможно. Боша даже не подумала, отвергая это. Эта старушка должна отвергнуть добрую волю Большого Сухого Императора. Принцесса глубокой синей империи не может выйти замуж за Большую Сухую империю. Вы можете забыть об этом.